Бля, я не знаю, что делать. У меня нет денег. Бля, эти все проебанные. Ёб твою мать, а. Да не, братцы, здесь ГГ. Здесь все войска просраны. Перезагрузками я никогда не занимаюсь. Это смысла нет. Здесь ГГ, братва. Бля, ну я здесь очень много ошибок, конечно, допускал. Очень много. Да ничего тебе этот лук не даст. Лук тебе даст один день еще жизни. Один день лук даст жизни. Один. Максимум. Реса я продам. Еще он тебе день один даст. Дальше что? Что дальше? Что? Что дальше, блядь? Здесь надо было дальше водить караваны. Блядь, я что-то затупил. И здесь надо не с этими корешиться. Вообще категорически. Я говорю, вот с этими... Блядь, что в первом Mount and Blade я ненавидел вот этих вот, против них воевать. Не то, что их ненавидел, против них воевать, потому что у них конные лучники. Это блядь, смерти подобно вот с ними бодаться. Они просто, ты к ним не подбежишь. И войска у них очень быстрые. Здесь нужно. Здесь нужно, я сейчас скажу, вот за кого играть. Здесь нужно куда-нибудь вот сюда, вот. Но опять же, это империя. Правильно же? Фракция Вландия. А что за Вландия? Бля, как же они на русичей похожи. Вообще жесть просто. Просто жесть. Они очень похожи на русские войска. Это викинги? Нет, это не викинги. Это не викинги. А, это арбалетчики. Бля, ну тут арбалетчики, они как пихи будут. В принципе, луков можно набрать отряд. Это свадья, да-да-да. Это, короче, свадья полноценная. Я понял. А вот они мне не по душе. Ладно, окей. Стургия. Нет, эти отбой. Вот эти точно нет. Так, а вы кто? Асарай. Сейчас мы найдем. Сейчас мы в этот раз более грамотно подойдем. Угу. А, это мамилюки, это типа сарадинов. Это типа сарадинов. Все, я понял. Это, по-моему, одни из самых сильных лучников у них. Если я не ошибаюсь, конечно. По-моему, у сарадинов самые сильные луки. Вообще. И одни из самых сильных войск, по-моему. Короче, либо Асараи,
Запомните. Ну, это араба, да. Либо Асрай, ну, бля, мне больше по душе, а вот это, подождите, кто? Получается, эти будут бахаться с вот этими, скорее всего. Центр — это вообще смертники. Ботания. Ой. Ботания. Ботания — это пехи кони. А вегеры, ребят, кто здесь? Вегеры. Самые ближние к вегерам кто? М? Эти вот на викингов, да, очень похожи. Максимально похожи. Хм. Можно, в принципе, вот за этих упороться. Знаете, я говорю, эти с этими воюют. А, хотя, подождите. Мгм. Да и похер вообще на этих всадников. Господи, что против них? Нельзя воевать, что ли? Вот эти вообще находятся промеж двух. Вот за этих просто категорически нельзя идти. За имперцев это просто, это просто смерти подобно за империю идти. Я бы пошел, ребят, за казахов играть. Я бы пошел за вот этих вот играть, но с ними слишком просто играть, на мой взгляд. Слишком просто. Херасе кто-то отъединился, просто взяли себе Северная империя. Замок захватили, все, говорит, не ебет, мы Северная империя. Вот эти очень раскиданы типы. Прям раскиданы вообще просто жестко. Интересно, конечно. В идеале надо упарываться в NPC. В идеале. Потому что NPC, они не гибнут. И они стоят, ну, содержание их, оно не так дорого стоит. Но лучшие лучники, я считаю, это вот эти ребята. И, конечно, вот эти. Вот эти, блядь, вот у этих, по-моему, самые лютые лучники. Это Сарадины. Ну, бывшие Сарадины. А вот у этих вот, у них самые-самые-самые, блядь, всю жизнь были. Вот Асарай, я сейчас даже ради интереса гляну, но у них, по-моему, самые лютые войска. Я сейчас выберу лучников. Асарая. Вооруженный торговец — это дефолт. Блять, у них и конные они, и очень жесткие ребята. Ну, прям максимально заряжены. Еще и стражи какие-то есть лютые. Они причем все с этими ходят. С как его? С метательным оружием.
Не на верблюдах, что ли, все? Бля, ну типа, ребят, честно, мне, конечно, я не знаю. Меня прям, блядь, разрывает. Не Империя точно. Не вот эти ребята точно, просто потому что простые. Простые. Кузаиты это самые, ну, на мой взгляд, это самые простые. Потому что у них просто, я говорю еще раз, у них все лучники. У них, блядь, кто не лучник, тому, значит, просто лень. Ну, они безумно красивые. Они очень красиво прорисованные пехи у них. У них стреляют все. Мне кажется, вот просто у них стреляют все, кому не лень у них, блядь, стреляют. Ля. Это просто самурай, реально. Ля. В 5 утра, спасибо огромное. Ты выбираешь, за кого играть. Да я размышляю, сижу, ребят. Не то, что я там что-то новое или еще что-то. Я размышляю, просто размышляю. Вот эти, конечно, вообще лютые. Хм. Человек пишет, зайди в клан и создай отряд. Что мне это даст? Допустим. Да неважно кто. Ну, хорошо, допустим. Готово. Что мне это дает? Они сами по себе ходят вообще? Или что? Он за мной ходит, либо сам по себе он ходит. Как он ходит? Все, он пошел своей жизнью жить? Да ну нахер. Блять, а что, так можно было? Он сам по себе будет развиваться. Че, блять, угораете, что ли? Это типа не рофл? Подожди, Подожди, стоп. А как мне его позвать? Блять, общий доход уже пошел какой-то фармиться. А, ну все, я понял. Это. Он сам по себе развивается. Да ну нахер. Как мне его к себе подозвать? А ну-ка. Хм.
Никак. В смысле, блядь, никак? Это как так? Так, сейчас, секунду. Ебаный матерь, все это попродаю, чтоб сейчас мне просто понять здесь, что вообще, блядь, происходит. Так. Как его назад вернуть? Дурака этого. Распустить отряд. Ага. Распустить отряд, да. А, и сейчас он вернется, да, ко мне? Угу. Вот он. Или не он? Ни хера не он. Блять, в смысле его надо забрать? Подождите, сейчас пока не пойму. Да нет, он не вернется. Первый флажок — позвать союзников в армию. Он остается, он у нас не пропал. Блять. Подождите. Я не пойму, ребят, где. Как его назад, блядь, вернуть? Да я понял, что он в таверне. Как назад его вернуть? Додика этого. А, ну охуенный. Минус войска, да? Хорошо, у меня тогда другой есть вопрос. Ладно, это похуй. Я просто потом посмотрю, блядь, кто и что писал. Допустим, я сделал отряд. Гарнизон — это понятно, что такое. Создать новый отряд. Как, сука, ему сказать, чтобы именно он шел за мной? Вот именно вот этот вот тип шел за мной. Как, блядь, это сделать? М? Вот мы создали отряд. Как его к себе призвать? Это нельзя делать.
Армия создана, ну а толку? Когда будет владение? Ну, блядь, владение. Ну, когда оно будет? Понимаешь, это владение. Вот в чем вопрос, ребят. То есть сейчас пока что смысла даже нет. То есть сейчас вообще... Я не понимаю, вот отряд. А что смысл в этом отряде? Ну что он дает? Что, блядь, этот отряд дает? Что он? Он деньги фармит. Что он делает? Он отдельно от меня бегает. Просто бегает и этих типов убивает. Потом ты находишь его. Угу. Тиширка, спасибо огромное. Надо искать, короче. Короче, надо эту инфу найти. Короче, я понял. Короче, он бегает, фармит, но ты можешь к нему прибежать. То есть, допустим, я к нему зашел. Блять, не то сделал. Сейчас. Стоп. Вот видишь? Он типа нанял типов. Вот как это работает, блять. И вот все его типы, боже мой. То есть ты ему просто говоришь: братан, давай, иди. А знаешь, что надо делать? Знаешь, что надо делать? Вот он набрал рекрутов, да? Условно. Вот тип набрал рекрутов, да? Ему надо давать прокачивать. И все. Ему надо просто... Вот он... Смотришь, раз он нафармил. О, берсеркер. Нормально. Все, спасибо. Все, давай, иди сюда. Вот этих вот всех бандитов, ему горцев отдавать. Вот эту вот всю вот эту блевотину вот эту ему отдавать. И все. А он будет бегать, просто фармить типов. Угу. А потом говорят, когда у него будет армия, ты его сможешь призывать. Вот и заебись. Вот он, наемный отряд разный. Все тут, все туда. Все вот эти вот. Это знаешь как? Это все, что не нужно,
все туда. Просто и все. То есть просто топовых забираешь. Ой, блядь, это так можно, ты знаешь, сколько отправить отрядов? А что? Платить не надо. Бандитов. Бандитов вот так же нафармил. В плен насобирал. Они у тебя копятся, 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 копятся. Смотришь, 30, 40, 20, 30, 40, 50. Хуй, до свидания. Взял этих 30 бандитов. Отдал своему типу, говоришь, давай, брат. Давай, вперед. Но есть другой нюанс. А откуда он берет бабки на расходы? М? Хм. Это, бля, вопрос. Откуда он берет? Как он фармит деньги? Как это вообще? Ну, как это происходит? Понимаешь? Откуда он вообще живет? На что он живет? Вот общий расход. А, да, сейчас. Минус 135. Кто говорит, что он, что он сам фармит? Ага. И отряды мы его содержим. Мы все содержим. Кто там мне рассказывает, что он сам по себе ходит? Ага. Да. Это очень интересно. Надо будет, знаешь, что сделать? Надо будет по этой схеме отрабатывать. Бля, я начну заново, но это будет пушка. Я прям даже знаю, как это будет выглядеть. Он пошел качаться. Улучшил свой навык распорядитель. Все, он пошел своей жизнью жить. Надо будет... Блять, это так можно, знаешь, 1-2 отряда запустить. И пусть они фармят, бегают. Пусть кайфуют, пацаны. Бля, с другой стороны... А с другой стороны, а ну-ка, дядя, поди-ка сюда. У нас же сейчас все уменьшилось. У нас расходы уменьшились. У нас вообще все уменьшилось. Слушайте-ка. А кого мы не можем качать? Ну, допустим, воинов мы не можем качать. Солдаты это уже 16 левел. Точно. Их можно забрать. Допустим. Грабитель самый мусор. Грабителя туда. А мы не будем сначала начинать. Бродяга пусть качается. Угу. Не, бродягу мы знаешь почему заберем? Они лучники. Лесник, он, по-моему, без лука. Угу. Лесник. Лесник это типа застрельщик, да? Он набрал рекрутов. Ну, естественно. Блять. Ты вообще понял, что он делает? Воин и грабитель. Так, родной мой. Интересно. Интересно. Горные бандиты у меня, по-моему, тупиковая ветвь развития. А, я их не могу качать, по-моему, да? Угу.
Так мы его тогда отдадим. Зачем они опыт у нас выжирают? Так, так. Мамилюкский солдат. Красавчик, спасибо огромное. Угу. Ну, пока тоже отдадим. Так, лучников у меня не осталось, да? Топовые от меня лучники поуходили. Хм. Спасибо, бро. Данжен, спасибо. Давай, родной. Мне, знаете, так чисто поржать. Он же сейчас сам себе и лошадку, да, купит, и все. А что вообще теперь мы можем? Ну, вот просто. Что вообще есть сейчас наше войско? Ну-ка, иди-ка сюда, дядь. А ну-ка. Может быть, действительно не так все плохо. Я бы не сказал, что все плохо. Infantry! Infantry! After me! Charge! Infantry! Kill them all! Сейчас всех потушит. Неплохая такая легенькая поддержка получается со стороны. У меня, кстати, выжил берсеркер один. У меня верблюд живой, ёпта. Вася жив. Это вообще самое важное, что может быть. Бьют его. Короче, я подумаю, как... Я подумаю, как правильно сделать. Ну, я подумаю. Интересно, конечно. Очень интересно. Из грязи в князи. Ну, по факту, имеет место быть такие вещи. Чисто по идее... Да, что тебе? Ты хочешь присоединиться? Ну, окей. Я просто думаю, как это сейчас все выглядеть будет. Мне интересно еще за сколько... Подожди, а мой тип, он будет вообще везде бегать? Или нет? А? Как вы думаете, как это выглядеть будет? Кстати, неплохо так. А, вообще везде. А как развить пассивный доход, ребята, я, к сожалению, не знаю. Владеец гончарным магазином, владеец ремесленники. Как здесь, блядь, бизнес открыть? Как же это делается? Я не понимаю, с кем надо здесь поговорить,
чтобы у тебя был, допустим, бизнес в городе. Как это делать? Вот как? $15 000. То есть ты копишь 15 000, да? Вокруг города много товаров. Мгм. Вокруг города много товаров, которые могут принести вам деньги, если их продать. Созданный вами караван сделает это за вас. 15 000 монет стоит нанять охранников для формирования каравана. Вам нужен один спутник, чтобы вести их. Угу. Угу. Интересно. То есть ты берешь 15 и пошли караваны, да, у тебя? По идее, это тогда надо сначала караваны делать. С самого начала. Все-таки, значит, можно, да, разбиться? Мгм. Здесь, значит, можно, да, этим заниматься. Мастерские. А мастерские уже открываются после каравана. Правильно? То есть копим 15 000. Дальше пошли караваны. А где мастерские, ребят, делаются? Когда хочешь, тогда открывай. Ты можешь купить что угодно. А как это купить? Зайди в город. Так. Подходишь в этот магазин и спрашиваешь, можно ли его купить. Да ну нахер. Тук-тук, ёпта. Работник магазина. Мы берем сырье, производим продукцию и продаем ее на местном рынке. После выплаты зарплаты мы посылаем прибыль владельцу. А как узнать, какую прибыль? О, зал Ричи, тронный зал. Интересно. А как же понять, сколько... Альт, нет, альт я понимаю. Я имею в виду, как понять, сколько приносит? Как это понять? Еще нюанс. Лучше открывать мастерскую, к примеру. Кузню, где железо дешево, ёпта, но это уже такой заморочь. Пивоварня. Тут нет никого. А, нет, тут тип стоит.
А почему они так глупо, я не понимаю, сделали? Раньше было четко написано, сколько приносит, допустим, бизнес там в день, в месяц. В зависимости от места и магазина. Школа. Бля, фасолька, что ли? Тюет. Все зависит от состояния рынка. То есть ты можешь что-то купить, заходишь в торговлю. Блять, а где это, бро? Я бы знать бы, где это. Подожди. Заходишь в торговлю, и сверху есть молоток, что это город производит. Заходишь в торговлю, сверху есть. Ага. Есть молоток, это что город производит из сырья. И на основании этого решаешь, какую мастерскую хочешь открыть. Ну, логично, если здесь 2 пивоварни и 1 гончарка, то типа смысл их, наверное... Блять, нет, не пойму. Не пойму логику самой игры. Зачем мне знать, что здесь есть? По идее, вообще изначально нужны караваны. Это 100%. Потом уже все остальное. Зерно равно пиво, да это понятно. Блять, я просто не понимаю саму физику игры, как, как это вообще покупается. То ли подходить надо, то ли надо, блядь, что ты покупаешь изначально. Целиком пивоварню ты покупаешь. Как здесь вообще эта экономика работает? Я просто вот что не вкурю вообще абсолютно. Хм. Покупаешь мастерскую с учетом сырья в городе. Ну, типа зерно и рыба, да? Блять, а почему здесь гончар? Нахер он тогда гончарку открыл?
Блять, понять бы, как это все выкупается и как это вообще работает. Вот это вопрос. Короче, нужно выкупать то. Видишь, вот, допустим, написано производство деревня. То есть это то, что производит не город. Блять, вы просто неправильно нихуя пишете. Там даже написано магазины в городе. Это какие есть магазины? Соответственно, видишь, написано выше. Я только сейчас заметил. Деревня. Я, сука, я еще, у меня всю себе голову, блядь, сломал. В смысле город может что-то как производить? Там написано, какие деревни. То есть эта округа производит зерно и рыбу. Поэтому в этом городе логично, что строят 2 пивоварни. Здесь гончарка, она в хуй здесь не тарахтела, потому что здесь нет, ну, таких вещей. То есть, блять, вот условно. Просто мне подтвердить мою теорию всемирного заговора. Ну-ка. Сейчас мы оперативно доберемся туда. Насколько я понял, я, наверное, прав. Захожу сюда, захожу на рынок. Фиксирую. Лен. Лен это портной. 100% должен быть. Ну, так и есть. То есть вот в этом городе выгодно будет очень выкупать из 3 именно портного. Все. Блять, вы просто говорите, город производит. А если всю башку сломал, как может, блядь, город вообще что-то производить? Все, я понял. Короче, все, я понял. Я понял, как, короче, выбирать, что пикать. Все, я услышал. То есть в этом городе, соответственно, лен должен быть дешевый. Так оно и есть. Уж они его производят. Поэтому его просто до хера. Вот и все. А, соответственно, из льна портной. А портной... Блять, а что делает портной, я понятия не имею здесь. Мех. Одежда разве есть вообще такой пункт? Не, где-то... А, подожди, я видел где-то. Белье, наверное. Вот оно как называется. Белье он делает. Вот что он делает. Да, здесь называется в игре белье. И, соответственно, нужно искать топовые мастерские в игре те, у которых начальный ресурс, самый начальный, он самый дорогой. Логично? Логично. То есть, если это поселение собирает лен, то есть начальная себестоимость сырья очень, ну, дешевая, вот мы видим, да, то, что 8 монет всего стоит, ну, там 10 монет, то, соответственно, и одежду, это белье, оно ничего не стоит. Ну, оно стоит там 40. Но это самый дешевый, да, получается. То есть, если... Окей. Бля, интересно они, конечно, сделали. Ну, прикольно. С другой стороны, его много, да. Тоже, наверное, правильно. Рыба, хряк, железная руда. Вообще не представляю, что здесь может быть.
рыба. Хряк это, наверное, типа свиньи, это шкуры. Шкуры это, соответственно, ткач. Блять, кстати. Ткач бархата. Бархат я вообще не представляю, сколько в этой игре стоит. Должен дохерища стоить. Ну да. 130. Кузница производит инструменты, соответственно. Гончарка производит керамику. Кожу вообще понятия не имею. Кожа, наверное, портной, может быть. Ну, логично, наверное. Блять, окей. Сколько стоит портной? Они все одинаково стоят или нет? Окей. Бля, я сейчас вкурю, где здесь еще стоит. Набережный закоулок. Бла-бла-бла-бла-бла. Тю, блядь. Разная цена. Угу. Ну, прикольно сделали, прикольно, одобряю. Качество шерсти, столярка. Так, там у нас горшок нарисован, это этот. Ты кто, черт? Сохраняю в покое в темных переулках. Что, так можно было? Я так понимаю, нам нужно вот... Почти угадал. Нам нужно вот сюда. Качество. Как понять качество шерсти? Качество шерсти, блядь. Вообще до такого додумались. А как купить? А, вот у них здесь горы шерсти валяются. Также вроде стоит. Короче, надо... Блять, я не могу аналогию провести, допустим, какой исходный материал, проще спрошу, какой самый дорогой конечный ресурс в игре? Давайте логически думать. Самый конечный ресурс, самый дорогой, это кожа. Это кожа. Самый дорогой. Вообще, он всегда на пике. Из чего делается кожа? Шкуры, овцы. Какой начальный ресурс должен быть? Какой начальный ресурс должен быть, чтобы получалась кожа? То есть, что должен добывать? Хряки. Угу. Угу. Вот они и есть хряки. То есть, по идее, если я здесь выкупил бы... Хорошо. А кожу кто делает? Какая мастерская? Кто ее производит? Название мастерской какая? Портной? Есть кожевная мастерская или нет?
Тут нет нужного производства, ее можно воткнуть. Как? Кожевная мастерская. Как? Как его воткнуть, если его вообще нет? Априори. По идее, скорняк, да, это называется. Люди пишут, ты в любой мастерской можешь сменить. Все, я, блядь, понял. Ты заходишь за 15, там, 13 там, условно, тысяч монет. Ты покупаешь себе мастерскую, похуй какую. И там им говоришь, пацаны, мы с вами пилим, короче, поросят. И делаем кожу. Соответственно, если здесь вот идет такой разнобой, короче, чем больше будет притока из деревень, то есть, если было бы, допустим, хряк-хряк-хряк, да, вот не рыба, хряк, железная руда, а просто вот хряк-хряк-хряк. Вот это вот золотое дно. Вот, блядь, реально вот это вот, это просто золотое дно здесь бы было. Потому что у тебя немерено бы шло ресурсов. То есть нужно идти, где хотя бы 2 хряка искать, да, которые деревни приносят. Блять, а где же найти такие места? Это, ёпта, это надо, я не знаю, жопу себе наизнанку вывернуть, чтобы найти, допустим, сразу 2 кожевных мастерских. А точнее, сорян, не 2 кожевных мастерских, а надо найти место, где обитает хотя бы 2, в 2 деревнях добывают этих хряков или выращивают. Это ты представляешь, это надо, блять, я не знаю, это надо всю карту оббегать. Это нужно, короче, все, я понял, как надо делать. Нужно сопровождать караваны небольшими отрядами. Небольшими, но очень сильными отрядами. Вот так вот надо делать. Нужно, чтобы были жесткие лучники. Нужно, чтобы были... Короче, отряд должен быть маленький. И параллельно надо смотреть. Да не хочу я гуглить, ну неинтересно так. Но можно, блядь, ну можно все загуглить и наспойлерить. Но это каким надо, сука, додиком быть, чтобы настолько себе упрощать игру? Ну это просто, это вот я не знаю, вот... Ну почему ты не можешь сам по игре поискать? Ну это же интересно, это, блядь, это интересно поискать место, это интересно найти. Можно тут всю игру загуглить. Где всякие секреты в игре, еще что-то. Ну не интереснее ли их самому найти? Ну смысл-то теряется. Так сам бы ты и не понял, ты не прав. Вы мне, допустим, подсказываете какие-то малые вещи. В этом и есть фишка стрима. То есть вы мне, допустим, подсказываете, там, условно, да, то, что ты можешь переделать мастерскую в любую другую. Окей. Но при этом я сам своим мозгом уже начинаю думать, то, что да, вот этот ресурс, он дешевле. Соответственно, нужно искать, то есть выходить сразу на топовый ресурс. То есть здесь, вот я, допустим, грубо говоря, полчаса времени потратил, просто выстраивая логическую цепочку. То есть, ну, просто мозг, чтоб варил, потому что можно вообще, блядь, амебой так стать. Мгм. Ну, я понял, как это работает. Я, в принципе, понял, как это все работает. А, Может быть, надо, чтобы твою продукцию покупали, 2 льна производится, у тебя производится ткани. Ну типа 2 льня добываются, ты имел в виду? У тебя производство ткани, а в городе портняга, который... Блять, ты имеешь в виду такую цепочку, еще дальше. Хм.
Посмотри, как там второй отряд. Я думаю, что он там уже где-нибудь с разодранной жопой лежит. Не, нормально. Не, у него все под пожилым контролем. Блять. Там 34 воина в отряде. Бывает. Все. Идем отдыхать. Я безумно счастлив, я безумно доволен. Мы очень много сегодня узнали. Очень много. Это просто, это жесть. Это столько информации стекло сегодня в голову, что это просто трэш. Игра безумно интересная. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.